Чего нету? Все, да? Все. Я слышу. Я слышу. Доброе утро, дорогие любители физиологии молекулярной. Сегодня у нас с вами вторая лекция, посвященная сигнальной трансдукции и тому, как клетки, в том числе в нервной системе, общаются друг с другом. И мы сегодня закончим с какими-то общими принципами, общими механизмами. И пару примеров я приведу, как вообще все это тесно взаимосвязано переплетается, и кое-что даже из нашей работы тоже покажу. Мы с вами в прошлый раз закончили на том, как происходит регуляция рецепции за счет изменения состояния самих рецепторов, находящихся на плазматической мембране, каким образом происходит их изменение плотности, изменение активности и так далее. Да? А сегодня мы, соответственно, с вами продолжим погружаться, если можно так выразиться, с поверхности клетки внутрь клетки и рассмотрим то, что происходит за процессом рецепции, то, что, в общем-то, уже ниже, ближе к ядру расположено. И сначала просто напоминаю основные шаги того, что мы с вами рассматриваем, тех процессов, которые мы с вами рассматриваем. Итак, любая коммуникация между клетками начинается с взаимодействия лиганда-рецептора. Затем происходит либо активация ионных каналов, о которых мы с вами многократно уже говорили, либо активация же белков, и мы сегодня будем больше об этом с вами говорить. Далее запускается система вторичных мессенджеров, задача которой осуществить два основные процесса. Это модифицировать активность целевых белков, то есть тех белков, которые должны изменить метаболические процессы в клетке, и, собственно, изменение их состояния как раз является результатом межклеточной коммуникации. Изменения происходят в основном двумя способами. Это фосфорилирование и дефосфорилирование, то есть либо присоединение остатков фосфорной кислоты, либо его отсоединение в результате активации сигнального каскада. Активность белка либо увеличивается, либо ингибируется за счет этого, и таким образом происходят некие изменения других белков в клетке или липидные компоненты, которые находятся в мембранах клетки, или инактивируются процессы гликозилирования белков, которые являются неотъемлемой частью. Мы с вами тоже об этом говорили когда-то на предыдущих лекциях. Либо происходит модификация активности целевых генов, то есть либо активация генов, либо их репрессия. И в результате этого, опять же, либо происходит синтез белка де-ново, активируются процессы транскрипции, трансляции, созревания белка, его процессинга и перемещение в необходимые участки клетки для того, чтобы, опять же, изменить некое метаболическое состояние клетки или морфологическое состояние клетки, чтобы она была приспособлена к тем условиям, в которых требуется ее функционирование в данный момент времени. Эту схему мы с вами в прошлый раз разбирали, собственно, это этапы сигнальной трансдукции от поверхностного рецептора, находящегося на плазматической мембране, до ядра. И важным шагом здесь является, помимо процессов активации, деактивации белков, переключение, два таких момента, которые нам надо помнить всегда. Для чего вот эта вся история с сигнальными каскадами в клетке существует? Во-первых, она позволяет мультиплицировать влияние какого-то входящего сигнала, то есть разветвить его за счет различных переключений на множество мишеней. То есть сигнал входящий может быть один, действующий, лиганд-рецепторное взаимодействие одно, а последствий может быть множество разных. Либо может быть существенное усиление этого сигнала за счет, в первую очередь, системы вторичных мессенджеров.
синтез которых активируется в результате лигандо-рецепторного взаимодействия, и на несколько порядков возрастает сила сигнала. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что в ответ на взаимодействие одной молекулы с одним рецептором, одной молекулы сигнальной какой-то, да, продуцируемой другими клетками или поступившей из какой-то другой части организма, происходит синтез десятков, сотен молекул вторичного мессенджера, который активирует ниже расположенные мишени этого сигнального каскада. Ну, мы с вами об этом, в принципе, вот об этих шагах в прошлый раз достаточно активно, много говорили. Сегодня мы с вами в основном будем говорить о G-белок ассоциированных рецепторах. Это и о тех сигнальных каскадах, которые они активируют, эти рецепторы. Это в основном метаботропные рецепторы, то есть рецепторы, которые ведут преимущественно к изменению метаболического состояния клетки. Большинство трансмембранных рецепторов являются рецепторами, ассоциированными или конъюгированными с G-белками. Ну и вот тут я в уголке справа написал, что если посмотреть, то с 1947 года в общем было присуждено 9 Нобелевских премий за исследование именно этих рецепторных систем, G-белков и сигнальных каскадов, связанных с этими G-белок ассоциированными рецепторами. Значит, все эти рецепторы получают химические и физические сигналы в виде молекул, да, или каких-то воздействий на эти рецепторы, если это, например, механорецепторы или это светочувствительные рецепторы, на клеточной мембране, и передают этот сигнал, то есть его значение, его значимость для клетки передают внутрь клетки, переносят через мембрану. На те мишени, которые расположены внутри клетки, те эффекторы, ниже расположенные, в большинстве случаев, когда мы говорим с вами о G-белок связанных рецепторах, мы говорим о гетеротримерных G-белках. Мы сейчас немножечко с вами позже рассмотрим, что это такое. В качестве экстраклеточных лигандов или стимулов, что может выступать, вот с правой стороны они перечислены. Значит, практически все биогенные амины, аминокислоты, пептидные медиаторы имеют рецепторы, ассоциированные с G-белками. Помимо этого, гликопротеины могут взаимодействовать с рецепторами, которые ассоциированы с G-белками. Кальций, феромоны, простаноиды. Еще одна группа молекул сигнальных, которые тоже могут воздействовать на G-белки. Кальций может изменять их состояние. На рецепторы ассоциированные с G-белками. Кальций может менять их состояние, таким образом переводить G-белок в активное состояние и сигнализировать о чем-то. Помимо этого, липидные медиаторы, в качестве которых могут выступать и отдельные фосфолипиды, жирные кислоты, нуклеозиды, плюс нуклеозиды, нуклеотиды, имеют свои рецепторы, сопряженные с G-белками. Ну и, наконец, то, что относится уже к нашей непосредственной сфере чувств, это свет, родопсин и родопсиновый рецептор, система, которая работает через G-белки. Это молекулы, обозначающие запах, вкус. Все работают через рецепторы, сопряженные с G-белками. Значит, что является характерным для таких рецепторов? Они у нас везде дальше будут обозначаться аббревиатурой GPCR. Это такая достаточно принятая аббревиатура, поэтому вот то, что будет в надписях, оно будет вот так обозначено. Значит, они имеют 7 трансмембранных доменов, то есть они 7 раз проходят через мембрану, образуя из альфа-спирального участка трансмембранный домен, который погружен непосредственно в липидный бесслой. И эта структура 7 доменная, состоящая из 7 участков, собрана в такой узел или связку, которая закрепляет в значительной степени, закреплена в мембране, ее местоположение закреплено в мембране, и
Снаружи находится несколько петель, соединяющие эти домены, и изнутри клетки тоже находится несколько петель белковых, соединяющих эти домены. Значит, на сегодня известно 5 семейств таких рецепторов. Вот здесь приведены схемы 3 основных семейств, схемы устройства рецепторов 3 основных семейств. Вы видите, что все они устроены примерно одинаково, то есть принцип устройства у них одинаковый. Единственное, чем они отличаются структурой петель экстраклеточной части. Она менее развитая для родопсина и адренергических рецепторов. Значит, вот эта группа рецепторов тоже характеризуется тем, что здесь большое число дисульфидных мостиков соединяет углеродные атомы в экстраклеточном N-конце, да, молекулы по сравнению с адренорецепторами. И, наконец, рецепторы, которые характерны для глутамата, для аминокислот и кальция, имеют вот такой вот специфически устроенный экстраклеточный участок, который содержит сайт связывания для молекулы сигнальной, и он как бы такой подвижный достаточно и отличается по структуре М-конца этой молекулы, отличается от того, что вы видели на предыдущих схемах. Ну и сюда же относятся еще 2 группы рецепторов. Это рецепторы Frizzled. Значит, характеризуются тем, что их активность модулируется взаимодействием с дополнительными рецепторами, расположенными на мембране. Ну, с точки зрения нервной системы нам интересны такие рецепторы, которые располагаются на стволовых клетках, принимающих участие в процессах нейрогенеза, поскольку к этой группе рецепторов относятся рецепторы, взаимодействующие с пептидом Wnt или ВНТ, иногда его тоже по-русски называют. Это регулятор процессов нейрогенеза, то есть процессов пролиферации и дифференцировки клеток. И опять же к этой же группе рецепторов, GPCR-рецепторов, то есть G-белок конъюгированных, ассоциированных, сопряженных рецепторов, относятся рецепторы, которые воспринимают молекулы, означающие запах и вкус. Это у позвоночных животных самая большая группа рецепторов. Вы видите, что у человека порядка 400 таких рецепторов имеется в виду разных рецепторов. 1200 у мышей и в значительно меньшей степени у беспозвоночных животных. Они довольно редко встречаются. Значит, запоминаем главную общую черту. Для всех этих рецепторов структурно характерно то, что они имеют 7 трансмембранных доменов, хорошо развитую экстраклеточную часть, которая является, собственно, рецепторной частью самой молекулы и где находятся участки связывания для сигнальных молекул. То, как отвечает рецептор, то, как он реагирует и то, как он передает сигнал, зависит в значительной степени от состояния самого рецептора. Рецептор в зависимости от посттрансляционных модификаций может иметь множество разных активных состояний. В этих разных активных состояниях этот рецептор может взаимодействовать с большим или меньшим сродством со своим основным агонистом, то есть веществом, которое с ним взаимодействует в норме, но также может принимать или приходить в состояния, которые могут взаимодействовать с молекулами похожими, но другими. И от того, в каком состоянии находится рецептор и с каким из лигандов он провзаимодействовал, может существенно зависеть то, как ответит клетка на этот сигнал,
на тот сигнал, который она получает. И вот на этом рисунке, это из достаточно давней уже работы Милара, приведена схема того, как рецептор гонадотропин релизинг фактора или гонадотропин релизинг гормона, принимающий разные функциональные состояния в зависимости от того, с каким же белком он провзаимодействовал внутри клетки, то есть какой из же белков изменил его состояние, может взаимодействовать с разными лигандами. Вот здесь изображено 4 возможных его функциональных состояния. Он в каждом из этих состояний, а этот же рецептор, он молекулярно, по сути, не меняется, он меняет свою конформацию и сродство к лиганду. И, соответственно, меняется его внутриклеточная часть, которая рекрутирует те или иные эффекторные белки или активирует, инактивирует те или иные эффекторные белки. А результатом вы видите, это может быть экспрессия и секреция лютеинизирующего гормона, на который влияет, собственно, гонадотропин-релизинг гормон. Это может быть изменение импульсной активности нейрона, который содержит такой рецептор. Это может быть даже гибель клетки, то есть апоптоз, и это может быть изменение адгезивных свойств клетки, то есть она может либо прикрепляться, либо открепляться от экстраклеточного матрикса и мигрировать. То есть совершенно разные функциональные состояния клетки при этом, и поэтому как бы вероятность ответа одной и той же клетки, имеющей один набор рецепторов на разные лиганды, очень сильно варьирует. Дальше, значит, связывание лиганда или то, что мы называем рецепция, вызывает перестройку, то есть изменение конформации тех альфа-спиральных участков, которые находятся внутри мембраны. Это ведет, собственно, к активации рецептора, к изменению внутриклеточной структуры или конформации активности внутриклеточной части рецептора, и, собственно, таким образом происходит передача сигнала снаружи клетки на внутреннюю часть рецептора и дальше внутрь клетки. Значит, я уже в самом начале упомянул, да, что огромное число вот таких рецепторов, которые сопряжены с активностью Ж-белков, в основном взаимодействуют с гетеротримерным Ж-белком. Ну, вот здесь он вот так изображен на схеме. Что такое гетеротримерный Ж-белок? Это белок, состоящий, ну, во-первых, да, это белок, который... Почему он Ж? О самом важном не сказал. Потому что это белок, который может взаимодействовать с гуаниновыми нуклеотидами. То есть белок, который взаимодействует либо в состоянии неактивном находится в связи или ассоциирован с гуанозин-дифосфатом, а в активном состоянии взаимодействует с гуанозин-трифосфатом. И то, и другое, значит, у нас регуляторные молекулы, которые в значительной степени определяют состояние и активность Ж-белка. Значит, когда у нас произошло взаимодействие между лигандом и рецептором снаружи клетки, состояние внутриклеточной части, внутриклеточного домена этого рецептора меняется, и он либо приобретает повышенную афинность и взаимодействует с Ж-белком, активируя его, либо может терять такую афинность, освобождая Ж-белок и способствуя его диссоциации от рецептора к эффектору. Дальше. Второй момент, который происходит в этой паре, это модификация состояния альфа-субъединицы. Вот она, как правило, самая крупная в составе гетеротримера.
и изменяется его взаимодействие с ГДФ. То есть когда альфа-субъединица приходит в активное состояние, от нее диссоциирует ГДФ, и к ней присоединяется ГТФ, то есть гуанозин-3-фосфат. В этом состоянии альфа-субъединица меняет свою конформацию и отсоединяется от гетеротримера и становится сама по себе сигнальной молекулой, которая может изменять состояние эффекторов. Ну вот в данном случае есть эффекторный белок какой-то в мембране, и альфа-субъединица диссоциирует в комплексе вместе с ГТФ, взаимодействует с этим эффектором и активирует или инактивирует в зависимости от свойств этой альфа-субъединицы состояние эффектора. И вот этот комплекс уже дальше у нас трансдуцирует сигнал, который передал ему лиганд. И будет менять свое функциональное состояние, а значит и функциональное состояние клетки. После того, как это состояние, после того, как это взаимодействие произошло, с помощью ГТФаза активирующего белка, мы в прошлый раз с вами говорили в самом конце лекции, да, что есть такие небольшие молекулы, которые способны модифицировать состояние белков, придавая им ГТФазную активность или устраняя эту ГТФазную активность. И альфа-субъединица после взаимодействия с этим белком ГТФаза активирующим приобретает свойства ГТФазы. Что такое она приобрела свойства ГТФазы? Это значит, она может отсоединить остаток фосфорной кислоты от молекулы ГТФ. И вот у нас уплыл остаток фосфорной кислоты, и осталась альфа-субъединица в комплексе с ГДФ. В комплексе с ГДФ альфа-субъединица приобретает повышенную афинность для взаимодействия с комплексом гамма-бета-субъединиц, и уже соединяется с ними, и снова же белок готов к работе. Значит, Ж-белки могут иметь разные свойства. Они могут активировать другие эффекторы, могут инактивировать другие эффекторы, могут изменять активность разных эффекторов. Для них есть свои разные Ж-белки. И вот эта вот табличка внизу, вы можете видеть, да, что здесь есть разные типы Ж-белков перечислены, стимулирующие, ингибирующие и прочие. Значит, и в зависимости от того, какой тип альфа-субъединицы находится в этом же белке, может наблюдаться, например, активация аденилат-циклазы. Аденилат-циклаза – это мембраноассоциированный белок, который продуцирует циклический аденозин-монофосфат из аденозин-трифосфата. Сейчас мы ниже будем тоже немножко об этом говорить с вами. Значит, может быть ингибирующий же белок. Он может инактивировать аденилат-циклазу, то есть прекращать синтез вторичного посредника. Может быть белок GQ, структура его альфа-субъединицы не очень известна, и он может активировать фосфолипазу Си. Дальше при наличии в комплексе же белка альфа-субъединицы 0 это белки, альфа-субъединица которых регулирует активность ионных каналов. И еще два небольших белка, Ж-белка, это трансдуцин и РАС, которые, соответственно, либо активируют фосфодиэстеразу, либо способствуют передачи сигнала от рецептора тирозинкиназного, рецептора, который воспринимает различные ростовые факторы. Ну, вот здесь вы видите разные функции их, и здесь перечислены те токсины, которые воздействуют на эти же белки, и токсичность которых, токсическое действие которых на клетки обусловлено тем, что они нарушают работу же белка, либо нарушают процесс диссоциации альфа-субъединицы от гамма-бета-субъединиц, либо полностью разрушают этот белок, и процесс трансдукции сигнала становится невозможным. То есть это вот холерный токсин и коклюшный токсин, они действуют именно через систему же белков, нарушая вот этот вот внутриклеточный сигналинг. Значит, еще раз здесь нарисован комплекс
работы гетеротримерного же белка чуть более подробно, да, все то же самое, что я вам, в принципе, сказал, за исключением того, что здесь, значит, есть один важный момент, о котором следует упомянуть. Значит, мы говорим гетеротримерный белок и говорим о том, что альфа-субъединица этого белка обладает стимулирующими ингибирующими свойствами. А что же касается бета-гамма-субъединицы? Бета-гамма-субъединицы не диссоциируют друг от друга после того, как произошло сигнальное событие и белок активировался, но комплекс гамма-бета-субъединиц сам по себе может являться передаточным звеном, активатором. И в частности, ну, опять же, по-моему, на прошлой лекции я вам показывал, бета-гамма-субъединица может активировать, например, метаботропные холинорецепторы, и таким образом менять их активность, а может, например, взаимодействовать с ионными каналами и менять активность ионных каналов. То есть сама по себе активность, сама по себе вот эта вот не распадающаяся часть же белка тоже обладает сигнальной активностью и тоже способна взаимодействовать с внутриклеточными мишенями, с эффекторными и изменять их функциональное состояние. Наконец, значит, сигнальные свойства рецепторов зависят от тех посттрансляционных модификаций и от того, в комплексе с какими белками может находиться этот самый же белок, сопряженный рецептор. Регуляция работы белков, связанных с G-рецепторами, наблюдается на самых разных уровнях. Значит, практически на всех, начиная от биосинтеза самой молекулы белка, то есть когда регулируются процессы транскрипции, трансляции и посттрансляционный процессинг, когда молекула доводится до ее функционального состояния. Дальше регулируется транспорт, перемещение из эндоплазматического ретикулума от рибосомы через эндоплазматический ретикулум к мембране. Это процесс, который тоже регулируется. Ну, по-моему, когда-то у нас Виолетта, по-моему, рассказывала на какой-то из конференций молодежных, как окситозота может, в частности, регулировать трафикинг глутаматных рецепторов, если мне память не изменяет. Один из возможных регуляторов такого перемещения рецептора до мембраны, то есть в какой участок мембраны и каким образом этот рецептор будет встроен. Ну и, наконец, то, как рецептор работает, зависит от того, в каком состоянии он находится на мембране. Ну, это зависит, например, от того, нуждается ли активность этого рецептора, его работа в олигомеризации рецептора. То есть рецептор зачастую воспринимает сигнал и передает его внутрь, для того, чтобы он воспринял сигнал, взаимодействовал с лигандом и передал этот сигнал внутрь клетки, необходимо, чтобы минимум 2 молекулы рецептора встретились на мембране и одновременно взаимодействовали с лигандами. Только после этого возможна трансдукция сигнала через мембрану внутрь клетки. Дальше. Состояние рецептора может изменяться в результате фосфорилирования, дефосфорилирования или убиквитинирования белковой молекулы этого рецептора на внутриклеточном домене. При соединении остатков фосфорной кислоты его отсоединение может изменить конформацию рецептора так, что он может поменять свою афинность, например, для лиганда, и взаимодействовать с большим сродством или с меньшим сродством с тем или иным лигандом. А от этого будет зависеть дальше функционал, да, вот то, о чем мы чуть раньше с вами поговорили уже. То есть какой ответ клетка даст, в какое состояние она перейдет. Дальше. Мы уже упоминали с вами на одной из лекций, когда говорили о цитоскелете, что функциональная активность рецептора в значительной степени зависит от
того, как он провзаимодействует с актиновым цитоскелетом. Он может провзаимодействовать, изменится его конформация этой молекулы рецептора, он станет афинным для лиганда. Либо он отсоединится, молекула изменит конформацию и закроет, например, центр связывания, станет он недоступным для внеклеточных лигандов, то есть ну, не сможет дальше никакой сигнал через этот рецептор проходить. Ну и, наконец, может произойти интернализация рецептора, интернализация белка, и мы с вами тоже об этом говорили в прошлый раз. Это один из способов регуляции активности рецептора и один из способов передачи сигнала, в том числе внутрь клетки, и метаболизма, и круговорота самого рецептора. Он может быть возвращен на мембрану, он может быть расщеплен, если эндосома, в которую попал этот рецептор, сольется с лизосомой, то есть он может быть дальше убран. То есть это вот такая история очень сложная, и во всех ситуациях есть регуляторные воздействия, которые обязательно влияют на состояние рецептора и таким образом влияют на сигнал. Да, помимо этого существуют специальные модифицирующие белки, которые могут взаимодействовать с молекулой рецептора и таким образом изменять его состояние. Но мы с вами говорили в качестве примера, например, но это не специализированная как бы молекула, но это пример такого взаимодействия, как фризлд-рецептор может взаимодействовать с другим рецептором, только в этом состоянии быть активным и сигнальным, да, то есть сигнализировать о чем-то. Помимо этого есть специальные такие белки, рампы, которые реально меняют конформацию молекулы рецептора, и в связанном состоянии с этим белком рецептор может быть активным или неактивным. Теперь, что касается непосредственно того, где мы с вами в нервной системе встречаемся с такими вариантами сигналинга через G-белок, сопряженный рецептор. Но это, я вам уже говорил в самом начале, что практически все медиаторы, которые работают в нервной системе, они практически все имеют рецепторы, сопряженные с G-белками. В качестве примера таких рецепторов могут служить, например, бета-адренорецепторы, которые имеют GS-стимулирующий белок, то есть G-белок, который обладает стимулирующей активностью. Он после взаимодействия с норадреналином отсоединяется альфа-субъединица, взаимодействует с аденилат-циклазой. Вот она здесь обозначена. Аденилат-циклаза переходит в активное состояние, синтезирует циклический аденозин-монофосфат. Циклический аденозин-монофосфат активирует протеин-киназу А или CMF связанную киназу. И в результате этого происходит увеличение фосфорилирования белка. Примером негативной стимуляции того же самого пути сигнального является сигнализация через D1-дофаминовый рецептор. D1-дофаминовый рецептор сопряжен с GI-белком. Взаимодействие дофамина с молекулой рецептора ведет к активации GI-белка, отсоединяется ингибирующая альфа-субъединица. Она тормозит активность аденилат-циклазы, соответственно, снижается синтез циклического аденозин-монофосфата, снижается активность протеин-киназы А и снижается уровень фосфорилирования белка или скорость фосфорилирования белка. То есть это вот такой противоположный процесс. Ну и, наконец, пример белка, сопряженного с пример рецептора, сопряженного с ЖК-белком, белком, активирующим фосфолипазу С, это глутаматный рецептор метаботропный. Взаимодействие глутамата с ним приводит к активации Ж-белка. Отсоединяется альфа-субъединица Q,
типа, она активирует фосфолипазу Си, мембраносвязанную, и фосфолипаза Си расщепляет, модифицирует инозитол фосфаты, находящиеся в составе клеточной мембраны с образованием инозитол-3-фосфата и диацилглицерола, молекулы вторичных посредников, которые действуют на разные мишени. Диацилглицерол активирует протеинкиназу Си, и, соответственно, в процессе фосфорилирования белка инозитол-3-фосфат взаимодействует с рецептором, расположенным на клеточных депо кальция. Это приводит к освобождению кальция, увеличению внутриклеточной концентрации кальция и активации кальций-связанных белков, точнее белков, которые связывают кальций внутри клетки. Значит, помимо того, что белок передает сигнал внутрь клетки, изменяя процессы фосфорилирования, дефосфорилирования, вот как мы сейчас с вами рассмотрели, состояние внутриклеточного домена этого белка также может меняться в результате активности протеинкиназ. Например, протеинкиназы могут фосфорилировать внутриклеточный домен белка рецепторного и таким образом создавать сайты связывания для других регуляторных молекул. И, например, такой молекулой является молекула аристина. И это является сигналом для регуляторных модификаций сигналинга. Это может приводить к снижению числа рецепторов и таким образом десенситизации рецепторов в отношении действующего сигнала. Как это может происходить? Ну, например, варианты могут быть такие, они вот приводятся, это такой классический путь модификации внутриклеточной части рецептора через его фосфорилирование и связывание с аристином. Если у нас произошло лиганд-рецепторное взаимодействие, у нас активировался же белок, он провзаимодействовал с рецептором, с внутриклеточной части молекулы этого белка. Дальше, значит, у нас произошла интернализация этого сигнала, сигнал передан внутрь клетки, и изменилась метаболическая активность клетки, и рецептор сам может быть возвращен снова в клеточную мембрану за счет работы эндосомы. Таким образом, он о чем-то просигнализировал. Помимо того, что может сигнал таким образом передаваться, сам внутриклеточный домен клетки может являться мишенью для фосфорилирования G-рецепторной киназы. Это протеинкиназа, которая фосфорилирует внутриклеточный домен рецепторной молекулы. При соединении к внутриклеточному домену остатков фосфорной кислоты создает участки связывания для других сигнальных молекул или белковых молекул, которые находятся поблизости от этой рецепторной молекулы. К чему это может приводить? Это может приводить к переключению сигнала. То есть, например, сигнал в дефосфорилированном состоянии лиганд может активировать один сигнальный каскад, в фосфорилированном состоянии через дополнительные адаптерные молекулы может активироваться другой сигнальный каскад тем же самым лигандом. Помимо этого, к фосфорилированным участкам присоединяется молекула аристина. Что делает белок аристин? Белок аристин при взаимодействии с фосфорилированным участком рецепторной молекулы приобретает высокое сродство к
клатринум. Помните, когда мы с вами говорили о визикулярном транспорте, мы говорили о том, что существуют разные системы, способствующие образованию визикул из клеточной мембраны. И в частности, мы говорили с вами о таких клатрин покрытых визикулах, когда молекула клатрина быстро выстраивается в специфическую структуру, способствующую образованию впячивания, инвагинации на мембране и таким образом замыканию визикулы. Так вот, для того, чтобы взаимодействие клатрина с клеточной мембраной и образование визикулы произошло в нужном месте, сигналом является активированная молекула аристина. Вот она как раз и создает участки связывания вот здесь, вот вблизи рецепторной молекулы для клатрина. Клатрин быстро собирается в специфическую для него структуру и образуется визикула, интернализируется рецептор, рецептор попадает в эндосому, и дальше в эндосоме он может транспортироваться. Пока транспортируется он в эндосоме внутри клетки, значит, молекула аристина отсоединяется, так как в состоянии взаимодействия с клатрином она теряет сродство к фосфорилированной части белка рецептора, просто от него отсоединяется, и у нас с вами остается фосфорилированный наружу из эндосомы, обращенным во внутриклеточную среду клетки, во внутриклеточную часть, в цитоплазматическую, в цитозоль, остается обращенный фосфорилированный домен, который был раньше внутриклеточным доменом рецептора. Он дефосфорилируется, лиганд отсоединяется, и в зависимости от того, с чем будет дальше взаимодействовать вот эта визикула, она может взаимодействовать, например, с лизосомой, и тогда все белки будут разрушены, они будут подвергнуты лизосомной деградации до пептидов аминокислот, здесь вот внутри переварены, либо если белок не имеет такой метки и эндосома не имеет такой метки для взаимодействия с лизосомой, она может быть возвращена обратно к клеточной мембране и может вернуть рецептор в готовом к лигандорецепторному взаимодействию состоянии на поверхность клеточной мембраны. То есть она подойдет сюда к клеточной мембране, сольется, развернется соответствующим образом. Вот эта внутренняя часть эндосомы станет внешней частью мембраны, наружная часть эндосомы станет внутренней частью мембраны, и рецептор у нас снова будет готов к работе. То есть зачастую нам даже не нужно, вернее, клетке даже не нужно дополнительно синтезировать новую молекулу белка. Она может в готовом состоянии находиться в составе эндосом, и при необходимости, если есть такая нужда и нужно воспринимать, сигнализировать что-то клетке, да, встраивается снова этот рецептор в мембрану, и он готов к работе, готов активировать снова сигнальные каскады. И в прошлый раз, по-моему, если мне память не изменяет, мы с вами на примере инсулинового рецептора этот процесс рассматривали, почему быстро происходит регуляция уровня сахара в крови. Да, собственно, почему это все возможно в очень короткие промежутки времени, не требующие активации генома. Наряду с тем, что аристин является сигнальной молекулой, которая обеспечивает сборку клатрина и образование эндосомы, аристин может являться сам по себе дополнительной адаптерной молекулой, которая позволяет переключать различные сигнальные каскады. То есть рецептор в состоянии, не связанном с аристином, активирует один сигнальный каскад, а в состоянии, связанном с аристином, может активировать совершенно другие сигнальные каскады, которые не имеют к первому отношения. И вот на этой схеме приведены несколько примеров таких переключений сигнальных процессов внутри клетки.
от известных рецепторов, то, что, в общем, ну, известно как бы, да, через бета-адренорецептор, дофаминовый рецептор первого типа. С одной стороны, они могут активировать и инактивировать аденилациклазу, как мы с вами говорили, да, и в состоянии, когда они активировали G-белок, передали сигнал на аденилациклазу, да, вернемся снова, да, вот в этом состоянии. Аденилат-циклаза активировалась, произошло это. Да? Дальше у нас есть с вами рецептор, который может быть фосфорилирован G-рецепторной киназой, G-белок рецепторной киназой без взаимодействия с G-белком. Да? Вот у нас здесь с вами нет, не закрыт внутриклеточный домен G-белком, он не находится в связанном с ним состоянии, да, в этом состоянии он может быть фосфорилирован и может стать как бы участком связывания арестина. Что делает арестин? Арестин привлекает несколько адаптерных белков, позволяет им создать рецепторный, такой сигнальный комплекс на участке внутриклеточном домене рецептора. И помните, мы в прошлый раз с вами эти схемы рассматривали, да, как точность и скорость сигнала обеспечивается. Вот в данном случае фосфорилированный участок, внутриклеточный участок рецептора является местом сборки для сигнального комплекса, который активирует протеин-киназу, активируемую экстраклеточными лигандами. Значит, вот ERK1-2 киназа – это протеин-киназа, участие которой описано для многих метаболических процессов, связанных с обучением и памятью. ERK-киназа 1-2 очень там активно работает. Другой вариант, когда сигналинг происходит через дофаминовый рецептор второго типа, тоже в состоянии фосфорилированном он может, этот рецептор, освобождать бета-арестин второго типа и протеин-фосфатазу 2А из внутриклеточного состояния своего, из связанного состояния с внутриклеточным доменом и активировать киназу АКТ, AKT. Эта протеин-киназа активирует киназу третьего типа гликоген-синтазы. Эта киназа способна фосфорилировать множество внутриклеточных белков, в частности, белки, ассоциированные с микротрубочками, и фосфорилирование этих белков изменяет состояние цитоскелета. И помимо этого, эта протеин-киназа также может участвовать в когнитивных процессах, процессах нейропластичности, и, соответственно, интересно с точки зрения вот нашей с вами основной задачи. Значит, кроме того, взаимодействие рецептора с с бета-арестином, ну, в данном случае с бета-арестином 1, это ведет к образованию, может, точнее, приводить к образованию сигнальной эндосомы, и вот в этом виде рецептор может транспортироваться в ядро, транслоцироваться в ядро и активировать за счет этого транскрипционные факторы и, соответственно, запускать процессы, активировать гены мишени. Вот в довольно сложном комплексе таком. Один из вариантов мы с вами рассматривали в прошлый раз, когда говорили о ядерных рецепторах гормонов и медиаторов белковых. Соответственно, вот здесь пример еще один, когда
происходит транслокация арестинового комплекса непосредственно в ядро. Еще один интересный момент, который в литературе научной обсуждается и тоже связан с взаимодействием с арестином, почему я вот на этом еще довольно долго останавливаюсь. Ну, во-первых, арестины активно работают в нервной системе, причем как в нейронах, так и в глиальных клетках. И вот в частности, те рецепторы, которые мы здесь с вами упоминали, они на нервных клетках присутствуют и на глиальных клетках присутствуют. Соответственно, эти сигнальные каскады могут активироваться. Кроме того, есть точка зрения, что взаимодействие арестина с фосфорилированным внутриклеточным доменом рецептора и дальнейшее его поглощение клеткой в виде эндосомы сохраняет рецептор в активном состоянии, и пока рецептор находится в комплексе с арестином в эндосоме, его фосфорилированный домен, находящийся снаружи, сохраняет сигнальную активность и может являться участком связывания для других молекул, их фосфорилирования или активации какими-то другими способами, например, в составе комплекса. И таким образом он как бы продолжает сигнализировать. То есть это такой вот неканонический путь сигналинга и переключения сигнальных каскадов, который сегодня очень активно вот в работах, начиная где-то с 2012 примерно года, активно обсуждается, и много всяких интересных гипотез высказывается по этому поводу. То есть везде ли может работать такой неканонический путь, я не знаю точно, но, по крайней мере, для ненервных клеток он продемонстрирован, для клеток в культуре он продемонстрирован, и вполне возможно, что если как бы средства, я имею в виду исследовательские средства, да, наши инструменты будут позволять исследовать такие каскады на таком уровне в нейронах, то, наверное, не исключено, что там такой путь тоже может работать. Во всяком случае, все предпосылки для этого есть. Значит, наряду с гетеротримерными белками существуют малые G-белки, мономерные G-белки, которые состоят из одной, как правило, субъединицы. Это белки, которые мы о них с вами уже неоднократно упоминали в ходе наших лекций, и когда говорили о процессах везикулярного транспорта, взаимодействия везикул с постсинаптической мембраной. И для активации целого ряда сигнальных каскадов внутриклеточных вот такие мономерные белки, активируемые рецепторами, находящимися на плазматической мембране, они необходимы. Ну вот, в частности, здесь приведены несколько примеров семейств таких белков, вернее, подсемейств таких белков, которые вот все вот это большое семейство включает. И вы видите, что они контролируют в значительной степени вот везикулярный транспорт, RAB-белки, мы с вами о них упоминали, когда говорили о том, как везикула синаптическая взаимодействует с пресинаптической мембраной. RAS-белки – это белки, сопряженные с тирозинкиназными рецепторами факторов роста и, соответственно, в значительной степени участвуют в процессах контроля роста дифференцировки клеток. Это ро-белки, которые контролируют полимеризацию актина и образование комплексов фокальной адгезии. Если вы помните, мы с вами о них упоминали, когда говорили о межклеточных контактах. И вот там ро-белки как раз играют важную роль, активируясь и способствуя полимеризации актина и образованию комплекса фокальной адгезии из молекул кадгерина, которые удерживают клетки друг относительно друга или могут способствовать перемещению клеток относительно друг друга.
Ну и еще одно семейство, которое ARF-семейство, которое контролирует сборку, разборку белков типа клатрина, которые покрывают визикулы и, соответственно, способствуют визикулярному транспорту. То есть все эти белки мономерные, это все белки, обладающие ГТ-фазной активностью, но нуждающиеся, как правило, для этого в том, чтобы они взаимодействовали с рецептором. Взаимодействие с рецептором такого мономерного белка изменяет его сродство к ГДФ и повышает сродство к ГТФ. Происходит замена ГДФ неактивного белка на ГТФ. Белок приобретает активность, и после того, как в этом состоянии он взаимодействует с другими белками, изменит их функциональное состояние, он вступает во взаимодействие с ГТ-фазоактивирующим белком, так как мы примерно с вами вот раньше уже оговаривали, да, этот белок придает G-белку ГТ-фазную активность, отщепляется остаток фосфата, белок переходит в неактивную форму, G-белок переходит в неактивную форму, и в неактивной форме он снова связан с ГДФ. И вот этот комплекс готов к взаимодействию с рецептором, и при рекрутировании рецепторным внутриклеточным доменом после взаимодействия с лигандом он снова вступает в этот цикл. То есть он меняет, опять же, работает за счет взаимодействия с гуанозин-3-фосфатом, меняет в активном состоянии состояние других белков, дальше инактивируется. Теперь об очень важном моменте, о котором мы с вами сегодня уже упоминали, это система вторичных мессенджеров. То есть если мы рассматриваем сигнальную молекулу снаружи клетки, то есть лиганд, который взаимодействует с рецептором как первичный мессенджер, то те молекулы, которые образуются в большом количестве в результате активации рецептора и мишени, на которую он направлен, получили название вторых мессенджеров или вторых посредников, вторичных посредников, мы их называем по-русски. Это диффундирующие молекулы, молекулы, способные передвигаться по цитозолю, и они также являются сигнальными молекулами, которые вовлечены в различные сигнальные каскады уже внутри клетки, снаружи клетки они не работают. Они активируют, в свою очередь, белки, которые являются их мишенями и которые, собственно, являются формой ответа клетки на поступающий снаружи сигнал. Значит, что это за молекулы? Это уже упоминавшиеся, практически мы с вами все их упоминали так или иначе. Молекулы циклических нуклеотидов, это циклический аденозин-монофосфат, гуанозин-монофосфат и ионы кальция. Важнейший вторичный посредник, который способен активировать огромное количество внутриклеточных белков и влиять на огромное количество внутриклеточных процессов. Значит, все три вот этих вторичных мессенджера относятся к гидрофильным, поскольку они водорастворимые, они могут легко перемещаться по мембране, по цитозолю. Дальше. Два гидрофобных мессенджера, которые мы вот с вами упоминали как продукты активности фосфолипазы С, это инозитол-3-фосфат и диацилглицерол. Важнейшие мессенджеры, но требующие локализации мишени вблизи себя, поскольку они являются гидрофобными, они не могут так свободно перемещаться по цитозолю, поэтому лучше, если мишень расположена непосредственно вблизи диацилглицерола или инозитол-3-фосфата. И, наконец, оксид азота, который тоже многие называют вторичным мессенджером. Это молекула, активирующая растворимую гуанилоциклазу. И да-да-да, значит, и приводящая к синтезу циклического гуанозин-монофосфата. Значит, ну,
Нельзя сказать, что она обладает однозначно вот всеми свойствами, характерными для предыдущих молекул, но поскольку она является, эта молекула является промежуточным звеном в сигнальных каскадах, то, наверное, с определенной степенью доверия можно считать, что она тоже является вторичным мессенджером. Значит, абсолютное большинство нейромедиаторов и гормонов сопряжены с сигнальными каскадами или являются триггерами сигнальных каскадов, которые опосредованы циклическим аденозин-монофосфатом. Циклический аденозин-монофосфат образуется из аденозин-трифосфата, молекулы АТФ, в результате активности аденилат-циклазы, о которой мы с вами уже говорили. Да? Значит, происходит аденилат-циклаза, отщепляет от АТФ два остатка фосфорной кислоты и замыкает связь, образуя вот такой гетероцикл. Значит, вот в таком виде эта молекула называется молекулой циклического аденозин-монофосфата и является, собственно, сигнальной молекулой и может активировать другие расположенные в сигнальном каскаде ниже, да, на следующих ступенях молекулы. Основной мишенью является протеин киназа А, сейчас о ней тоже мы два слова скажем. Значит, для того, чтобы инактивировать молекулу циклического аденозин-монофосфата, нам необходима молекула ЦАМФ фосфодиэстеразы, которая разрушает циклическую связь с образованием аденозин-монофосфата. И дальше аденозин-монофосфат является метаболитом, который используется для синтеза АТФ. Значит, вот в таком виде, в виде молекулы циклического нуклеотида, ЦАМФ взаимодействует с молекулой протеин-киназы А. Это основная протеин-киназа, активируемая молекулой ЦАМФ. Значит, в норме, в спокойном, неактивном состоянии она состоит из нескольких субъединиц. Это димер каталитической субъединицы, обладающей каталитической активностью, и димер регуляторной субъединицы. Вот они в таком комплексе находятся, и в этом комплексе неактивны. На регуляторной субъединице находятся участки связывания циклического аденозин-монофосфата, и при взаимодействии 4 молекул циклического аденозин-монофосфата с регуляторной частью протеин-киназы А происходит диссоциация регуляторной субъединицы от каталитических субъединиц, и образуются 2 активные каталитические субъединицы, которые дальше могут заниматься тем, чем занимаются все протеин-киназы, фосфорилировать другие белки, то есть присоединять остаток фосфорной кислоты к другим белкам, изменяя их функциональное состояние. Каскадов, которые включают в себя это звено, великое множество. В частности, вот один из вариантов такого сигнального каскада – это то, что мы с вами, ну, те, кто как-то касается процессов нейропластичности, знаем, да, что для того, чтобы активировать гены, процессы генной транскрипции, необходимо активировать такой специфический белок, который называется КРЭП. Это кальций-ЦМФ, активируемый фактор транскрипции, который в комплексе с КРЭП-связывающим белком взаимодействует уже непосредственно с ДНК и способствует процессу транскрипции, то есть считывания гена из ДНК. Но для того, чтобы это осуществилось, необходимо, чтобы прошел весь сигнальный каскад. Весь сигнальный каскад включает в себя несколько этапов. Первый этап – это, конечно, лиганд-рецепторное взаимодействие. То есть нужен какой-то внешний лиганд, который изменит состояние рецептора, активирует его. Дальше активированный рецептор активирует сопряженный с ним G-белок. От него отсоединится
гетеротример. Гетеротример активированный диссоциирует и, соответственно, провзаимодействует с активирующей альфа-субъединицей, отсоединит от себя активирующую альфа-субъединицу, стимулирующую субъединицу. Эта субъединица провзаимодействует с аденилат-циклазой, активирует аденилат-циклазу, и аденилат-циклаза начнет синтезировать циклический аденозин-монофосфат. Когда таких молекул будет достаточно много, чтобы их концентрация была довольно высокой, это повысит вероятность связывания циклического аденозин-монофосфата с протеинкиназой А, произойдет ее активация. Активированная протеинкиназа А будет способна фосфорилировать КРЭП. То есть активированная протеинкиназа А способна проникать в ядро, транслоцироваться в ядро и в ядре активировать молекулу белка КРЭП. Взаимодействие фосфорилирования КРЭП плюс присоединение к нему кальция плюс присоединение к нему активированного фосфокрэба ведет к взаимодействию этого комплекса транскрипционного с специальным участком ДНК, который называется респонс-элемент для CMF крэба. Вот такое вот сложное название CMP-CRE. И отсюда начнется транскрипция гена. Значит, конечно, мы с вами, и я вам уже много раз на лекциях об этом говорил, должны понимать, что для того, чтобы этот сигнальный каскад был вообще в принципе возможен, нужно что-то, что будет сближать все участки этого сигнального каскада. Потому что если они будут просто находиться в бульоне, то вероятность взаимодействия CMF с протеинкиназой А будет крайне низка. И столкнутся они, не столкнутся в достаточном количестве, никто этого предсказать не может. Ну, можно рассчитать, наверное, по формулам математическим эту вероятность, зная концентрации, но, в общем-то, клетка довольно большая, рецепторы расположены в огромном количестве мест, локаций своих. И вот для того, чтобы вот этот сигнальный каскад был возможен, чтобы он мог нормально осуществляться, для этого в клетке есть специальные белки, которые сближают, позволяют сблизить элементы этого сигнального каскада и транслоцировать их в тот участок, транслоцировать их, собственно, из цитоплазмы в ядро. Сама протеинкиназа А просто так туда не полезет. Она должна быть в комплексе со специальным белком, имеющим метку для транслокации в ядро. И такими белками являются акиназа-заякоривающие белки или АКАП по английской аббревиатуре, к которым прикрепляется протеинкиназа. Находясь в прикрепленном состоянии, она может быть фосфорилирована, закреплена вблизи, к цитоскелету вблизи циклической аденилат-циклазы, и тогда весь синтезируемый CMF может быть быстро использован для активации протеинкиназы А. Наряду с активацией протеинкиназы А циклический аденозин-монофосфат может сам непосредственно изменять состояние ионных каналов, и через промежуточный белок адаптерный вот с таким названием EPAC может активировать метаген-активируемую протеинкиназу, а мапкиназные каскады в значительной степени задействованы практически во всех метаболических процессах клетки, включая процессы нейропластичности, роста, дифференцировки и так далее, и так далее, и так далее. То есть это один из самых активных каскадов, который может быть активирован сигналом входящим. То есть вы видите, что наряду с таргетностью, как сейчас модно говорить, да, то есть с нацеленностью определенной сигнального каскада на активацию целевого гена, этот каскад, включающий в себя синтез циклического аденозин-монофосфата, позволяет еще и мультиплицировать сигнал, изменяя состояние ионных каналов и других протеинкиназ через промежуточные белки.
То есть вот такая мультипликация происходит. И так в клетке происходит постоянно. У нас все время наряду с какими-то целевыми вещами еще поступают боковые ответвления этих сигналов, разветвления, переключения для того, чтобы подготовить правильный ответ клетки на поступивший сигнал, чтобы он был наиболее выгодным клетке со всех точек зрения. Примерно такая же история с активацией гуанилат-циклазы и синтезом циклического гуанозин-монофосфата. Значит, я здесь вот попытался схематически тоже это изобразить. Синтез циклического гуанозин-монофосфата может быть запущен как рецептором, сопряженным с G-белком через мембраносвязанную гуанилат-циклазу, так и оксидом азота, активирующим растворимую гуанилат-циклазу, то есть ту, которая находится в цитозоле непосредственно. Значит, синтез циклического гуанозин-монофосфата происходит из гуанозин-трифосфата за счет циклизации связей остатков фосфорной кислоты, точно так же, как это было на схеме для циклического гуанозин-монофосфата. И сам по себе циклический гуанозин-монофосфат является активатором протеинкиназы G. Это протеинкиназа, которая активируется этим циклическим нуклеотидом, и помимо этого он является активатором фосфодиэстераз и активатором ионных каналов различных. То есть, опять же, у нас наряду с как бы основной мишенью протеинкиназы G активируются еще несколько параллельно мишеней, которые могут приводить к изменению, разветвлению, что ли, переключению сигнала, который приносится внеклеточным рецептором. Липидные вторичные посредники, еще одна группа вторичных посредников, очень важная и интересная, опять же, с точки зрения нейропластичности в первую очередь, ну и с точки зрения очень многих сигнальных процессов, поскольку она заводит такой вторичный посредник, как кальций. А кальций – это белок, который влияет, ну, на, я не знаю, на какое-то подавляющее, по-моему, большинство ферментов, находящихся внутри клетки. Значит, эта система связана с активацией мембраносвязанной фосфолипазы бета, фосфолипазы Си-бета. Опять же, глутаматные рецепторы активируют, они сопряжены с GQ-белком. GQ-белок активирует фосфолипазу Си-бета, и она уже приводит к расщеплению инозитол-трифосфата с образованием фосфатидил-инозитол-дифосфата с образованием инозитол-трифосфата, это сигнальная молекула, и диацилглицерола, который остается здесь в мембране. Диацилглицерол является активатором протеинкиназы Си. Одна из важнейших протеинкиназ, задействованная в большом числе метаболических процессов, включая процессы, опосредующие нейропластичность и изменение состояния нейрона. И инозитол-трифосфат является медиатором, который активирует специфический рецептор, находящийся, сопряженный с каналом, расположенным в эндоплазматическом ретикулуме. Эндоплазматический ретикулум является самым крупным депо кальция внутри клетки. То есть весь кальций, который клетке не нужен, она депонирует в эндоплазматическом ретикулуме, комплексе цистерн, который окружен от цитозоля мембраной, наглухо закрыт и не позволяет кальцию просто так утекать через мембрану. Значит, вы помните, да, мы с вами об этом говорили, что на 3 порядка различается концентрация кальция снаружи клетки и внутри клетки. Значит, соответственно, эта концентрация всегда поддерживается вот на такой большой разнице, потому что кальций внутри клетки – это не только высокая активность всех метаболических процессов, но и де-факто это изменение осмоляльности, это приток воды лишний в клетку, набухание и гибель клетки.
Поэтому кальций всегда поддерживается на очень низком уровне внутри клетки. Но если у нас активируются глутаматные рецепторы, это приводит к повышению уровня инозитол-3-фосфата, он взаимодействует со своим рецептором на эндоплазматическом ретикулуме, кальций выходит из внутриклеточного депо и начинает активно сигнализировать. Одним из важнейших кальций-связывающих белков, которые опосредуют эффекты кальция на другие белки, является калмодулин. Калмодулина достаточно много, и это молекула, которая подвергается ряду модификаций, которые должны изменить ее состояние и перевести ее в активную форму для того, чтобы она могла изменять состояние других белков, взаимодействуя с ними, приводя их в активное состояние. Ну, в данном случае здесь приведен пример такого условного процесса двухступенчатой активации кальций-кальмодулин зависимой киназы второго типа. Это одна из наиболее широко представленных протеин-киназ в нервной системе, и с этой точки зрения она для нас с вами тоже довольно интересна. Для того, чтобы полностью перейти в активное состояние, этот белок должен взаимодействовать с молекулой активированного калмодулина. Молекула, ну, в данном случае вот нарисовано неактивное состояние этой молекулы кальций-кальмодулин зависимой протеин-киназы второго типа. Значит, для того, чтобы перейти в активное состояние, она взаимодействует с молекулой калмодулина, активированной кальцием. Значит, кальций взаимодействует с регуляторными участками на молекуле калмодулина, переводит ее в активное состояние. В этом состоянии калмодулин может связываться с сайтом связывания регуляторным на молекуле протеин-киназы и изменять таким образом ее состояние, что в этом виде, в комплексе с калмодулином, молекула может быть фосфорилирована. Значит, то есть протеин-киназа преобладает свойства активные, да, она сама становится киназой, фосфорилирующей другие белки, но в частности для того, чтобы приобрести полную активность, она должна сначала фосфорилировать сама себя, то есть подвергнуться аутофосфорилированию. Значит, в результате вот этой активации участок, каталитический домен этой молекулы может фосфорилировать участок, активирующий молекулы протеин-киназы, о которой мы с вами говорим, и тогда она способна уже фосфорилировать другие белки, она становится полностью активной. В результате взаимодействия с протеин-фосфатазой она также может быть дефосфорилирована, но что интересно, да, что после того, как молекула подвергается аутофосфорилированию, она может уже утратить афинность к калмодулину, освободить его, и вот в этом состоянии, фосфорилированном уже без калмодулина, может работать как протеин-киназа, и до 50-80% активности они как раз обусловлены вот таким свободным, фосфорилированным, полностью активным состоянием молекулы калмодулин зависимой протеин-киназы второго типа. Значит, нужно, чтобы она сама себя фосфорилировала. Для этого она взаимодействует с калмодулином, переходит вот в активное состояние, аутофосфорилируется, да, фосфорилирует сама себя, становится полностью активной, освобождает снова калмодулин,
и кальций отсоединяется, соответственно, калмодулин снова готов для связывания кальция, кальций поглощается внутриклеточными депо, убирается, секвестируется из цитозоля, а молекула продолжает в этом состоянии работать до тех пор, пока она не будет дефосфорилирована протеинфосфатазой и переведена снова в неактивную форму. Вот такой вот каскад очень важен для поддержания функционального состояния нейронов. Ну, помимо этого, целый ряд клеточных процессов может быть активирован вот этим комплексом кальций-кальмодулин. И вы здесь вот видите, они перечислены, эти процессы. Этот комплекс может влиять на активность разных ферментов, задействованных в каскадах, опосредованных вторичными посредниками. Это метаболизм циклических нуклеотидов, аденилоциклазы, иносинтазы, фосфодиэстеразы. Это активация протеин-киназ путем фосфорилирования, это активация фосфатаз и их дефосфорилирование, которое они активируют. Это, соответственно, процессы, связанные с состоянием цитоскелета, полимеризации цитоскелета, микротрубочек и микрофиламентов. Ну и, наконец, секвестирование кальция, то есть или клиринг кальция, да, клининг кальция, вычищение кальция из цитозоля за счет активности кальциевой атеифазы, расположенной на плазматической мембране или на мембранах эндоплазматического ретикулума, приводит к снижению концентрации кальция и остановке кальциевого сигнала. То есть сигналинг кальция вовлечен почти во все клеточные метаболические изменения. Везде нужен кальций как сигнальная молекула. И именно поэтому необходимо поддерживать его низкий уровень в норме, потому что каждое изменение кальция будет активировать какой-то из этих процессов и изменять функциональное состояние клетки. Ну и последний вариант, сигнальной трансдукции, наверное, который мы с вами немножечко рассмотрим, это вариант, связанный с активностью рецепторных тирозин-киназ. Значит, если вы помните, мы в прошлый раз с вами, когда говорили о том, что двумя основными способами модификации функционального состояния белков в клетке являются фосфорилирование и дефосфорилирование, говорили, что протеин-киназы фосфорилируют белки либо по остаткам тирозина, и они относятся к тирозиновым протеин-киназам, либо по остаткам серинотрианина, и они тогда относятся к серин-трианиновым протеин-киназам. Значит, наряду с протеин-киназами, которые находятся внутри клетки и способны фосфорилировать другие белки по остаткам тирозина, существуют так называемые рецепторные тирозин-киназы. Это белки, которые, в отличие от рецепторов, сопряженных с G-белками, имеют только один внутриклеточный домен. То есть это белок, который достаточно линейную такую структуру имеет. Он имеет один домен внутримембранный и закреплен им в клеточной мембране. У него имеется, у этого белка, экстраклеточный домен, который связывается с лигандом, и внутриклеточный домен, который обладает тирозин-киназной активностью. Как правило, сигнальный каскад, активируемый такими рецепторами, происходит в результате связывания одной молекулы лиганда сразу с двумя рецепторными молекулами, находящимися вблизи друг с другом. То есть они находятся в таком комплексе рецепторном. Помните, мы с вами об этом тоже упоминали, что зачастую для того, чтобы сигналинг прошел, необходимо, чтобы рецепторы были собраны в некий олигомер. Вот в данном случае димер такого рецептора, тирозин-киназного рецептора, и является вот тем самым олигомером, который запускает сигнальный каскад. Взаимодействие лиганда с двумя молекулами тирозин-киназного рецептора приводит к изменению конформационного состояния внутриклеточного домена, и эти домены
могут фосфорилировать один другой по остаткам тирозина. То есть это процесс аутофосфорилирования молекулы тирозинкиназы рецепторной, но при этом одна молекула тирозинкиназного рецептора фосфорилирует другую молекулу тирозинкиназного рецептора. И процесс фосфорилирования локализован внутри клетки. Все это внутриклеточная часть. Ну и в зависимости от того, что мы, какие адаптерные белки или сигнальные белки расположены вблизи внутриклеточного домена этого рецептора, будет зависеть ответ клетки. Это может быть какое-то изменение какого-то метаболического состояния клетки в результате взаимодействия с одними сигнальными молекулами, а может быть сборка клатрина на этом участке мембраны и эндоцитоз лиганд-рецепторного комплекса и дальнейший его транспорт в ядро с целью изменения транскрипции гена. И вот на правой части этой схемы показаны несколько вариантов такого сигналинга за счет изменения состояния внутриклеточного домена рецепторной протеинкиназы. Ну, в одном случае это активация белков СТАТ, которые способны ингибировать состояние ядерных белков ингибиторов транскрипции. Это через одни адаптерные молекулы происходит, в данном случае SRC-киназа и JAK-киназа, либо через комплекс СОС, адаптерных белков СОС-GRB происходит активация других посредников, приводящая к активации ERK-киназы, либо фосфоинозитол-3 киназы и с дальнейшим образованием вторичных посредников и акtivацией совершенно других сигнальных путей, путей mTOR, которые ведут к активации процессов аутофагии, либо процессов синтеза белка, в зависимости от того, как этот процесс будет дальше мультиплицирован, разветвлен и переключен. Вы видите, для того, чтобы, если не происходит взаимодействие продуктов фосфорилирования ERK-киназы с mTOR, то у нас происходит торможение процессов аутофагии. Если происходит активация ERK-киназы плюс активация второго сигнального пути через фосфоинозитол-3-фосфат, происходит торможение процессов синтеза белка за счет снижения активности mTOR, ну и так далее. То есть уже внутри этого каскада, видите, огромное число переключений. Не надо их запоминать на память, если вы этим не занимаетесь. Я это показываю лишь как иллюстрацию того, что разветвление сигнальных процессов очень существенное, даже от одного и того же рецептора. Все будет зависеть от того, какие собраны рядом сигнальные белки, какие находятся, удерживаются на элементах цитоскелета, там, постсинаптической плотности и так далее и тому подобное. Мы с вами об этом говорили, да, что вот здесь все под мембраной структурировано. Для чего структурировано? Для того, чтобы удерживались необходимые какие-то белки, находящиеся на подходящем расстоянии, чтобы они могли собираться, разбираться и, соответственно, трансдуцировать сигнал, приходящий снаружи, и адаптировать клетку к тем процессам, о которых ей сигнализируют снаружи. Ну и дальше тут небольшой мультик. Собственно, как это происходит, это на примере молекулы фактора роста показана вот рецепторная тирозинкиназа, которая в результате взаимодействия с молекулами фактора роста, в данном случае две молекулы, может быть одна молекула фактора роста, значит, если одна молекула, то она ведет сразу к димеризации. Если это две молекулы, то должно измениться состояние каждой тирозинкиназы, чтобы они димеризовались между собой. После того, как они димеризуются,
Происходит изменение конформации внутриклеточного домена, приводящее к аутофосфорилированию, то есть к фосфорилированию каждого из внутриклеточных доменов по остаткам тирозина. В фосфорилированном состоянии внутриклеточный домен становится участком связывания и активации комплекса SOS-GRB2 белки. Это адаптерные белки, которые активируются в результате такого взаимодействия с фосфорилированным участком, внутриклеточным участком тирозинкиназного рецептора. В свою очередь SOS-белок активирует RAS-ГТФазу, мы упоминали об этом с вами, да, это мономерный G-белок. Вот чуть раньше мы об этом говорили, один из представителей мономерных же белков. При взаимодействии с гуанозин-трифосфатом этот белок активирует еще один адаптерный белок RAF, еще один активатор, и уже RAF-белок активирует активирует протеин-киназу. Здесь все очень сложно, потому что дальше комплекс вот этих мек-киназы, мап-киназы, тут множество протеин-киназ, они одна другую начинают фосфорилировать и активировать, приводя их в активное состояние. То есть такая вот прямо вот лестница последовательных реакций фосфорилирования, изменяющих активность следующих протеин-киназ. И, наконец, финальным этапом этого процесса фосфорилирования является фосфорилирование белков ФОС и джун. Это продукты ранних генов, которые в фосфорилированном состоянии взаимодействуют друг с другом, образуя активирующий белок 1. Активирующий белок 1 обладает транскрипционной активностью и является уже транскрипционным фактором, активирующим транскрипцию поздних генов. То есть вот такая вот сложная, многоступенчатая история, которая приводит к последовательной активации транскрипции генов. Ну и с этой точки зрения нам с вами, конечно, интересны белки, которые находятся в нервной системе, рецепторные тирозинкиназы, расположенные в нервной системе, и это в первую очередь тирозинкиназы, которые являются рецепторами нейротрофинов или нейротрофических факторов. Значит, все нейротрофические факторы, известные в настоящее время, имеют в качестве основного рецептора, трансдуцирующего их сигнал, рецепторную тирозинкиназу. Это семейство рецепторов включает в себя 3 рецептора А, Б и С. И эти рецепторы обладают, соответственно, разной афинностью к разным нейротрофическим факторам. Они могут связываться. Нейротрофический фактор – молекула сложная, она образуется внутри клетки в виде пробелка крупного, который подвергается ряду посттранslaционных модификаций, и из которого в результате образуется активный пептид, обладающий нейротрофическими свойствами. Но все было бы так просто, если бы не было так сложно. Значит, наряду с активностью основной, условно говоря, активностью, которой обладает нейротрофин в виде зрелого пептида, взаимодействующего со специфической тирозинкиназой, сам пробелок может также секретироваться клетками и являться сигнальной молекулой, которая взаимодействует с теми же тирозинкиназами, но с очень низкой афинностью и с гораздо более высокой афинностью взаимодействует с белком, который получил название P75. Мы сейчас об этом скажем немножко погодя. Значит, это я просто привел те основные функции, которые регулируют, например, один из нейротрофинов, фактор роста нервов, о котором вот я чуть подробнее сейчас просто расскажу. О них можно читать отдельные лекции и не одну, поскольку они регулируют очень много процессов и на периферии, и в центральной нервной системе. На ранних этапах развития мозга НГФ или фактор роста нервов играет такую мощную сигнальную роль,
обеспечивая выживание клеток и способствуя их развитию, созреванию. Во взрослом мозге функции фактора роста нервов существенно снижаются. Одно время вообще говорилось о том, что он не выполняет никакой функции. Во взрослом мозге он вроде бы как не нужен, и очень низкое его там содержание. Однако позже было открыто, что взрослые нервные клетки синтезируют, зрелые нервные клетки экспрессируют оба рецептора, которые способны взаимодействовать с фактором роста нервов. И эта рецепция преимущественно сосредоточена на холинергических клетках. И этот сигналинг, процесс, который запускается фактором роста нервов, необходим для поддержания жизнедеятельности этих клеток, поддержания их фенотипа, поскольку комплекс NGF-ТРК-рецептора является, по сути, транскрипционным фактором, запускает транскрипцию основного локуса холинергического, так называемого, на гене в геноме холинергической клетки, и оттуда идет транскрипция РНК и синтез дальнейших ферментов, отвечающих за синтез ацетилхолина, за его упаковку в визикулы. Прямо вот этот локус запускается, транскрипция с этого локуса запускается именно фактором роста нервов в комплексе с ТРК-рецептором. Есть целая теория относительно того, как это устроено. Это теория так называемого ретроградного транспорта. Если рассматривать основные этапы этой теории, то предполагается, что после взаимодействия, значит, откуда берется НГФ сам? НГФ берется из клетки мишени, которая иннервируется холинергической клеткой. Он продуцируется в этой клетке мишени и подвергается в ней процессингу, в результате которого образуется зрелый пептид или пропептид. Оба могут секретироваться из клетки мишени. После того, как они секретировались во внеклеточную среду, они взаимодействуют с рецептором, расположенным на иннервирующей холинергической клетке, образуя комплекс тирозинкиназой А и рецептором P75 или паннейротрофиновым рецептором. И после эндоцитоза этого комплекса эндосома транспортируется ретроградным транспортом в тело клетки и транслоцируется этот комплекс в фосфорилированном состоянии, транслоцируется в ядро, запуская процессы транскрипции. Предполагается, что при нашем любимом заболевании болезни Альцгеймер, которую многие в нашем институте пытаются так или иначе изучать, в результате гиперфосфорилирования белка тау нарушается микротрубочки, целостность микротрубочек, и транспорт ретроградный эндосомально заключенного НГФ с ТРК становится невозможным. То есть клетка не может транспортировать, не получая трофического ответа от клетки мишени. Нейрон перестает понимать, есть ли ответ на сигналинг, на тот ацетилхолин, который он выбрасывает на клетку мишень, и таким образом как бы нарушается процесс, правильный процесс трансмиссии сигнала холинергического. В результате отсутствия НГФ не запускается транскрипция необходимых для синтеза ацетилхолина белков, то есть холиностилтрансферазы, фермента синтеза ацетилхолина, визикулярного транспортера ацетилхолина, который упаковывает его в визикулы. И таким образом клетка перестает экспрессировать эти белки. Раз она перестает экспрессировать эти белки, она перестает синтезировать ацетилхолин, она не выбрасывает ацетилхолин, контакт утрачивается. Раз утрачен контакт, начинается ретроградная дегенерация. Аксон начинает укорачиваться, поскольку он не получает ответа от своих мишеней, связь утрачивается. Ретракция аксона приводит к тому, что активируется гибель клетки, клетка погибает. Это если в общих словах и коротко.
Значит, на самом деле процесс еще, наверное, более хитрый с этим сигналингом, поскольку для того, чтобы клетка выживала и поддерживала, чувствовала себя нормально, необходимо, чтобы сигналинг проходил, как я уже сказал, через целый комплекс рецепторов. Для этого нужно, чтобы одновременно в одном участке желательно мембраны были сосредоточены минимум две пары тирозинкиназного рецептора А и как минимум один рецептор, который относится к совершенно другому семейству рецепторов фактора некроза опухоли. Рецептор, который получил название P75, белок P75-НТР, иногда его называют паннейротрофиновый рецептор. И если зрелая молекула, зрелый пептид НГФ связывается со всем комплексом этих рецепторов, то тогда за счет активации в результате фосфорилирования системы вторичных посредников клетка получает сигнал на выживание, на то, что нормально, все нормально, живи дальше, работай. И плюс ко всему давятся факторы, способствующие гибели клетки за счет активации фактора транскрипции NF-κB. Этот фактор транскрипции активируется P75 рецептором и после взаимодействия со зрелой молекулой NGF. Но, опять же, как я вам уже говорил, все было бы здорово, если бы не было так ужасно. Молекула pro-NGF, которая тоже секретируется, обладает способностью связываться вот в таком неразрезанном виде с высокой афинностью с рецептором P75. И если эта молекула связывается с рецептором P75, она способствует образованию комплекса этого рецептора с рецептором, сопряженным с сортилином, белком. И дальше, собственно, происходит ужасное. Дальше, поскольку эта молекула относится к молекулам, ассоциированным с внутриклеточным доменом смерти, он прямо так и называется, активируется каскад, запускающий гибель клетки, и сортилин поддерживает этот каскад через свои факторы транскрипции. То есть, если у нас нет вот этого сигналинга, он каким-то образом нарушается, то у нас работает вот этот сигналинг. И если у нас нет сигнала, постоянно поддерживающего жизнедеятельность клетки, то у нас тем же самым практически белком запускается сигнал, ведущий к гибели этой клетки. Два совершенно противоположных, совершенно по-разному организованных через разные протеинкиназы, через разные вторичные посредники процесса, которые могут одновременно практически существовать. Прелесть ситуации заключается в том, что если вот это два конкурирующих процесса, они одновременно, например, активируются, то преобладает вот этот. Поскольку сродство к NGF выше у P75, чем к pro-NGF. Он будет связываться преимущественно со зрелым фактором роста, чем с его предшественником. Ну, это просто практически та же самая история, только в таком более разветвленном виде. Что я хотел здесь показать, это то, что, значит, вот белок P75, внутриклеточная его часть имеет два разных участка, собранных предварительно на внутриклеточной части, ассоциированных с ним. Это домен, отвечающий за гибель клетки. И вот эта часть, которая приводит в конечном итоге к активации третьей каспазы, исполнительной каспазы апоптоза и апоптозу клетки.
а не сопряженная с доменом гибели часть ведет совершенно к другому сигналингу через протеинкиназу С, активации фактора транскрипции NF-κB и активации факторов, способствующих выживанию клетки. Значит, чтобы вы не думали, что все так замечательно, NF-κB может также активировать ряд генов, вовлеченных в процессы апоптоза. То есть переключений внутриклеточных сигнальных каскадов огромнейшее множество. И еще один вариант такой со сложной системой переключений – это система сигналинга, основанная на белке Notch и его лиганде. Значит, это белок, который тоже является трансмембранным белком, но в отличие, например, от фактора роста нервов, который секретируемый белок и может попадать во внеклеточную среду и перемещаться, диффундировать в внеклеточной среде, лиганд Notch белка – это тоже трансмембранный белок. Поэтому вот такой тип сигналинга, когда сигнал между клетками передается двумя соседними клетками за счет рецепторов, находящихся в и рецептора и лиганда, находящихся в плазматических мембранах этих двух соседних клеток, получил название юкстокринного сигналинга. То есть это сигналинг, проходящий практически в закрытых пространствах. То есть это между вот прямо вот в таком как бы мембранном компартменте наружном, который почти не получает ниоткуда других вариантов сигнализации. Ночь-белок – это очень консервативный белок, очень старый. Он имеется практически у всех видов многоклеточных животных. И семейство этих белков относится к белкам первого типа, то есть они тоже имеют один трансмембранный домен. Это тоже такой вот линейный белок, практически имеющий экстраклеточный домен, наружу обращенный, один внутриклеточный домен, одну альфа-спираль, которая находится внутримембранный, точнее, домен, извините, пожалуйста, внутримембранный домен и имеющийся внутри клетки, внутриклеточный домен. Что происходит после того, как созревший белок из эндоплазматического ретикулума транспортируется, будучи гликозилированным, подвергнутым всем уже посттрансляционным модификациям в готовом виде, вот он транспортировался в мембрану, встроился в мембрану клетки, готов воспринимать сигнал. Значит, если поступает сигнал от соседней клетки, а как он поступает? То есть если в этом месте вдруг возникает лиганд, ночь рецептора, их несколько таких лигандов есть, это вот белки DLL или JAK, которые торчат наружу из соседней клетки, и в результате взаимодействия ночь-рецептор переходит в активное состояние. Что значит в активное состояние он перешел? Его конформация изменилась таким образом, что появились участки, которые могут быть разрезаны протеазами, белками, которые находятся внутри мембраны клеточной. Это протеазы типа Адам. Вот такие протеазы. Они расщепляют внутриклеточный домен в двух местах, после чего этот белок приобретает вот такой вид. Он остается частично закрепленным в клеточной мембране, и дальше имеется вот такой внутриклеточный домен, получивший название next фрагмента. И когда белок вот в таком виде уже пришел в такое разрезанное состояние, у него остается участочек, который доступен для расщепления гамма-секретазы. Гамма-секретазный комплекс – это протеаза, белок, расщепляющий другие белки, основой которой являются белки пресинилины. Но опять же, те, кто имеет отношение, хоть какое-то представление о том, как устроен патогенез болезни Альцгеймера, наверное, тоже такое понятие гамма-секретаза слышали. Гамма-секретазный комплекс принимает участие в расщеплении белка предшественника амилоида. И гамма-секретазный комплекс отщепляет next-фрагмент от мембранного фрагмента ночь-рецептора. И уже вот этот отщепленный фрагмент может быть
транслоцирован в ядро, где он является фактором транскрипции, запускающим синтез целого ряда генов, задействованных в процессах пролиферации и дифференцировки клеток. Вот здесь я привожу такую простую схему. Значит, я ее зачем привожу? Опять же, чтобы вы просто имели понятие. Вот есть такой рецептор странный. Из него образуется некий участок, который является фактором транскрипции. Он попал в ядро, запустил экспрессию огромного количества генов, может запускать, вот они здесь перечислены, и эти гены регулируют процесс образования нейрона из нейробласта, из стволовой клетки и контролируют дифференцировку нейробласта до нейрона. Вот это все, весь этот сигналинг в нейроне, он служит для того, чтобы эту клетку дифференцировать в нейрон. Значит, опять, эти схемы просто для иллюстрации. Не надо ничего отсюда запоминать, прямо вот это не требуется. Если вам потребуется, вы сами это найдете, прочитаете. Я опять к чему подвожу? К тому, что и здесь этот процесс может в зависимости от того, с какими дополнительными белками провзаимодействовал ночь, вот этот фактор транскрипции, он может либо привести к активации каких-то генов, либо к репрессии каких-то генов. Если это процессы, направленные на репрессию каких-то генов, это может привести к тому, что из стволовой клетки образуется предшественник и дальше нейрон. Если происходит другие модификации генов, это может привести к образованию глиальной клетки и стволовой клетки. И все это, по сути, случилось благодаря одной сигнальной молекуле. Предполагается, что это все становится возможным за счет модификации гистонов, то есть через эпигенетические механизмы, о которых так любит рассказывать Павел Милославович. Значит, вот эпигенетические механизмы могут, модификация гистонов может приводить к активации генов или к деактивации, к репрессии этих генов, но могут быть и другие факторы транскрипции, которые напрямую, вернее, другие модификации, которые напрямую модифицируют уже сами гены, метилируют, например, ДНК, и за счет этого прекращают или активируют транскрипцию. Два таких вот возможных каскада, с которыми взаимодействует тот же ночь сигналинг, и которые определяют наряду с ночь то, во что превратится клетка. С одной стороны, если ночь активирует ГЕС, но при этом действуют другие факторы, например, винт, да, и он активирует свои дополнительные факторы транскрипции, то это может привести к подавлению экспрессии факторов, определяющих дифференцировку клетки и поддержанию клетки в стволовом состоянии, но не приводить к дифференцировке. То есть клетка удерживается в состоянии, когда она готова еще дальше делиться. То же самое происходит, если, например, происходит взаимодействие BMP, это Bone Marrow Protein, это фактор, активирующий процессы транскрипции белка из костного мозга. Значит, тоже такой белок, который взаимодействует со своим рецептором, и этот каскад тоже взаимодействует с ночь-каскадом. Они направлены оба на подавление активности циклина D1, то есть на прекращение клеточного цикла, на прекращение деления клетки, поддержание клетки в стволовом состоянии. То есть они все направлены на то, чтобы в данном случае как бы действуют в комплексе и поддерживают стволовые состояния клетки для того, чтобы поддерживать готовность стволовых клеток к дальнейшим делениям и нейрогенезу, чтобы они не дифференцировались все в нейроны. Очень похож процессинг ночь белка на тот процессинг, который наблюдается при болезни Альцгеймера с другим белком,
функции которого нам до конца не ясны. Это белок-предшественник бета-амилоидного пептида, и который тоже подвергается протеолизу. Это тоже трансмембранный белок, тоже белок первого типа. Мы не знаем до конца его функций, о чем он сам сигнализирует, но мы знаем, что его фрагменты этого белка, почти все фрагменты, обладают сигнальными свойствами, то есть они могут запускать те или иные сигнальные каскады. Мы не знаем точных лигандов этого рецептора АПП, но знаем, как он процессируется. Про это вот мы знаем очень много, а что запускает это, практически не знаем, собственно, ничего. Да, почему он похож? Потому что АПП, так же как и ночь, подвергается протеолизу постепенному разными протеазами, мембраносвязанными протеазами. И у него есть два типа протеолиза. Если этот белок подвергается протеолизу альфа-секретазой, такой же, как примерно ночь, тоже белок Адам здесь работает, и дальше гамма-секретазным комплексом, таким же, как белок ночь, то от него отщепляются фрагменты все, которые растворимыми считаются фрагментами, они не способны к агрегации, и эти фрагменты способствуют выживанию клетки. Они запускают целый ряд, активируют целый ряд генов, которые обладают нейропротекторными свойствами. Но если вместо альфа-секретазы, которая расщепляет белка Адам, который расщепляет так же, как и в случае ночь, первое расщепление производится внутри мембраны белком под названием BACE1, это бета-секретазный комплекс, то последующее расщепление гамма-секретазой, отщепление вот этого внутриклеточного домена, ведет к выщеплению из большой молекулы АПП фрагмента бета-амилоидного, который обладает агрегирующими свойствами. То есть он из отдельных пептидов образует сначала агрегаты глобулярные, которые постепенно собираются в бета-складчатую структуру, неправильную, нетипичную для этого белка, и в этом виде становятся недоступными для расщепления экстраклеточными протеазами и выпадает в виде бляшки, в виде депозита. И, собственно, становится вот таким зерном для образования классической синильной бляшки, которая является симптомом болезни Альцгеймера, точнее, морфологическим признаком болезни Альцгеймера. Вот два, казалось бы, белка, обладающих немножко разными свойствами, очень похожих по структуре, расщепляемых похожими протеазами, и такие совершенно как бы разные результаты. В одном случае это сигнальные процессы, связанные с делением, дифференцировкой, в другом случае это выживание клетки, либо развитие патологического процесса, связанного с патогенезом болезни Альцгеймера. И поскольку я вам уже говорил, да, что все фрагменты АПП тоже обладают сигнальными свойствами, эта вот схема иллюстрирует, что эти фрагменты АПП могут влиять на разные фазы нейрогенеза, так же, как и фрагменты ночь белка. То есть это какая-то очень консервативная, старая система, древняя система биохимическая, сигнальная, которая, видимо, исходно была и связана с процессами деления и дифференцировки клеток, поэтому так вот она давно откуда-то издревле появилась, и поэтому она, наверное, и сохранилась в том виде, в котором она дожила до наших дней, доэволюционировала до наших дней. И вот вы видите, что если воздействовать разными фрагментами бета-амилоидного пептида, бета-амилоидного белка предшественника, либо растворимым вот этим фрагментом САПП, вот здесь они все зелененькие, это фрагменты показаны. Можно способствовать пролиферации клеток, их миграции. Если мы действуем на клетки бета-амилоидным пептидом непосредственно, то мы можем вызывать противоречивые последствия, можем вызывать снижение процессов пролиферации, дифференцировки.
которые по-разному совершенно проявляются в этих клетках. Ну и я в конце хотел просто проиллюстрировать, мы же немножко больше сегодня хотели, да, завершающая часть просто из наших экспериментов, чтобы показать, что это действительно так, что мы можем фрагментами бета-амилоида менять нейрогенез. Вот мы пытались это делать по-разному, в разных постановках совершенно. Животные, в данном случае были крысы, мы вводили бета-амилоидный пептид и в разные сроки и по разным протоколам вводили бромдезоксиуридин. Это аналог дезокситимидина, который встраивается вместо него в ДНК, когда клетка приступает к делению. И бромдезоксиуридин можно иммуногистохимически выявить на срезах мозга и таким образом посмотреть, какие клетки подвергались делению, и дальше посмотреть, что с этими клетками может происходить. Ну и в данном случае вы видите, вот мы вводили здесь в первые сутки после введения бета-амилоидного пептида в желудочке мозга. Это вводили внутрибрюшинно. Здесь было, да, здесь нарисовано у меня мало, да, тут было всего 10 инъекций, точнее, неправильно я говорю вам, было 8 инъекций, тут у меня ошибочка, значит, в день мы делали, и дальше смотрели в разные сроки после этого, после введения бромдезоксиуридина, значит, соответственно, в 6, 12, 28 дни после введения бета-амилоида мозг брали для анализа, делали срезы и смотрели, как меняется число клеток в гиппокампе. Новообразованных клеток, включивших бромдезоксиуридин. Ну и вы видите, что в данном случае нам не удалось увидеть никаких особых различий. То есть, в принципе, введение амилоида в желудочке не влияло никак на сам характер пролиферации, по крайней мере, той популяции, которую мы пометили в первые сутки после введения той популяции клеток, потому что бромуридин, он выводится из организма. И, собственно, вот мы в сутки пометили, дальше там в течение нескольких часов его концентрация резко падает, и он перестает включаться в клетки активно, в ДНК активно. И дальше мы посмотрели, собственно, что происходит с этими клетками, как они дифференцируются, и провели серию двойных окрашиваний. В данном случае окрашивали клетки антителами, мители, точнее, антителами к бромдезоксиуридину и к даблкартину, и затем считали колокализацию этих двух меток. Вот вы видите, что часть этих меток, она колокализована может быть, то есть бромуридин вот он тут в ядре, здесь он в клетке, которая еще окрашивается дополнительно даблкартином, точнее на даблкартин. Вот такие клетки считали как клетки дважды помеченные. И вычисляли долю таких клеток в разные сроки после введения. Ну, вы видите, что, значит, после введения, через месяц после введения вообще число таких клеток дважды меченных, оно резко падает. Почему оно резко падает? Потому что они становятся нейронами, они перестают экспрессировать даблкартин, потому что он экспрессируется только в процессе дифференцировки, а когда клетка уже зрелая, он в ней не экспрессируется. И также вы видите здесь, что число таких клеток у животных, которые получали бета-амилоидный пептид, оно вдвое примерно превышало число у контрольных животных через месяц примерно после введения. Да? То есть 4 недели, 28 дней. Что это значит? Это, ну, мы это истолковывали таким образом, что, вероятно, мы имеем какое-то влияние на процессы дифференцировки. Вряд ли сам пептид, наверное, влиял на это, потому что все-таки он как-то вымывается из мозга постепенно, либо клетки глии его вычищают, либо он удаляется с помощью спинномозговой жидкости, выводится каким-то образом из мозга непосредственно. Наверное, какие-то метаболиты должны быть для того, чтобы подействовать на это. Ну, какие мы, в общем, не очень себе представляли. И дальше тоже посчитали вторую метку. Это белок НЕОН. Белок НЕОН экспрессируется в зрелых нейронах.
И вот вы видите, вот здесь участок зубчатой фасции, окрашенный на НеоN. Видите, все клетки его экспрессируют в большом количестве. Вот, и тоже считали долю клеток, имеющих двойную метку от общего числа меченных бромдезоксиуридином. И вы видите, что у контрольных животных, ну, практически здесь 60% клеток а, имело такие двойные метки. То есть это что говорит, о чем говорит? Потому что большая часть нейронов, большая часть клеток, которые включили в себя бромуридин, ну, там, в первые сутки после операции, они за месяц превратились в нейроны. Часть из них, может быть, еще додифференцируется. Но мы там на глию не очень смотрели. Глии там порядка, получается, ну, по таким предварительным, когда-тошним оценкам, порядка 10% примерно у меня получалось клеток, которые дифференцируются в глиальные нейроны. Но они, как правило, это те клетки, которые находятся далеко от зубчатой фасции, то есть они где-то там в области CA4 хилуса. Вот. А в зубчатой фасции почти все клетки, которые включили бромуридин, они превращаются в нейроны. Но число таких клеток чуть ниже у животных, которые получали бета-амилоидный пептид. То есть у них как бы больше клеток задерживается на стадии дифференцировки, чуть меньше являются дифференцированными к моменту окончания эксперимента нашего. Ну и мы вот пытались в качестве такого агента дифференцирующего, влияющего на пролиферацию, посмотреть оксид азота, как он может на это дело влиять. Мы исследовали экспрессию фермента иносинтазы в гиппокампе и коре после наших всех воздействий. И смотрели, ну, в данном случае, нейрональную изоформу и индуцибельную изоформу. Вот вы видите, что никаких особых различий тут не видно, и мы даже, по-моему, количественно это не оценивали, поскольку все одинаково практически, существенных каких-то изменений нет. Эта дорожка показывает экспрессию индуцибельной носинтазы в ишемическом мозге. Мы ее брали в качестве положительного контроля. И вы видите, что нет экспрессии индуцибельной носинтазы, то есть она не экспрессируется в структурах мозга после введения бета-амилоидного пептида. Дальше мы посмотрели, ой, я прошу прощения, тут у меня по-русски контроль. Посмотрели экспрессию белка на уровне клеток, то есть окрасили с помощью антител срезы на нейрональную иносинтазу, посчитали клетки, тоже особой разницы мы не увидели ни в одном из полей гиппокампа, то есть статистически значимой разницы мы не увидели. Хотя вот есть какой-то намек на снижение числа клеток, но не было, он не проходил через критерии различия. Единственное, что в этой ситуации нас как бы обрадовало, что несмотря на то, что нет изменений экспрессии белка, все-таки эносинтаза у животных, которым вводят бета-амилоидный пептид, более активна в ранние сроки после введения. То есть в течение примерно 2 недель ее активность поддерживается на довольно высоком уровне, а затем снижается. Поэтому, в принципе, мы можем ну, поспекулировать в хорошем смысле слова, что, наверное, повышенная активность фермента, повышенный синтез оксида азота может оказывать какие-то воздействия свои регуляторные на процессы дифференцировки клеток, и это может вот вызывать такую задержку в дифференцировке, которую мы видим через 4 недели, вот на первом слайде, который я вам показывал. Что еще интересно? Интересно, что существенно очень отличаются экспериментальные результаты, когда вы применяете другие протоколы детекции клеток. Ну вот если, например, взять и пометить клетки не так, как мы метили их в течение одного дня, да, мы метим какую-то популяцию, которая вот сейчас точечно размножается, вот прямо вот в этот день, когда много амилоида еще в мозге, а взять и растянуть этот процесс на неделю практически после введения. То есть мы брали и вводили там по 2 раза в день, 5 дней бромдозоксиуридин, а дальше вот через 6-12 дней смотрели, как меняется уровень пролиферации клеток у животных. Да, вот это протокол, откуда мы брали такой протокол.
Собственно, сам протокол введения. Вот это наши срезы, и вы видите, что число пролиферирующих клеток у животных, которые получают амилоидный пептид, оно все-таки существенно ниже и через 6, и через 12 дней после введения бета-амилоидного пептида. О чем это говорит? Это говорит о том, что он, видимо, необходимо какое-то время для того, чтобы пептид оказал свое сигнальное или патологическое действие. Уже не знаю, как правильно в данном случае это расшифровать, ну или как интерпретировать, но нужно какое-то время для того, чтобы он подействовал. Он не действует вот сразу, вы его как, я не знаю, какая-нибудь малая молекула, да, там растворимый агонист рецептора, мы его ввели, он тут же оказал свое действие, потому что он легко проникает везде, он связывается с рецептором и оказывает свое сигнальное воздействие. А здесь, видимо, какие-то процессы необходимы. И тогда это очень хорошо сочетается с тем, что мы предполагали. Мы предполагали, что оксид азота должен ингибировать пролиферацию. И, видимо, он ингибирует ее, да, потому что вот большой синтез именно в течение первых 2 недель, высокий уровень активности фермента, он сочетается с снижением пролиферации клеток, которые мы обнаруживаем. Почему мы его не видим, когда все-таки когда метим одну популяцию? По всей видимости, это успевают произойти какие-то изменения в этих клетках, которые делают их способными к большему выживанию, что ли, или делают их более устойчивыми к действию. И тогда еще мы можем предположить, что амилоидный пептид, он именно действует на процессы, вот те посредники, которые опосредуют его действие, те медиаторы, которые опосредуют действие амилоидного пептида, они скорее действуют на процессы пролиферативной активности, чем на процессы дифференцировки. И, наверное, все-таки именно пролиферация может страдать, когда оксид азота синтезируется в больших количествах. Ну и на этом мне бы хотелось закончить нашу сегодняшнюю лекцию, завершить, не знаю, как сказать. И если у кого-то есть какие-то вопросы, я прошу прощения, но мы договаривались с вами, да, что мы подольше, чтобы сократить одну лекцию. Сегодня пообщаемся. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я готов ответить. Все устали, наверное. Устали? Да, постепенно люди отключаются уже даже, не Отключаются? прощаясь. У меня вопрос тогда, можно? Да. Вот эти все ночь-белки, АПП-белок и так далее, они все-таки были протестированы на всех культурах и на человеческих тоже клетках? Что касается процессинга, и на человеческих тоже. А вот где брали в этом случае человеческие клетки? Это тоже культура клеток или это какие-то... Это культуры. Ну, то есть это... Значит, процессинг можно, сейчас очень активно используются, берутся мультипатентные клетки стволовые, их дифференцируют в нейроны и на них изучают. Поскольку их можно брать и от здоровых добровольцев безболезненно достаточно, да, и от больных, соответственно, людей с генетическими мутациями, то очень много работают именно на них. Вот. Но что интересно, что если вы... Вот мне очень забавным показался этот факт, что если... Вот мы знаем, да, что есть трансгенные модели всякие, которые делают, да, внося мутации мышам в геном, человеческие. А вот если вы начинаете делать такие мутации на клетках, например, вносите точечные мутации того же пресинилина, который у человека приводит к его повышенной активности и процессингу АПП белка по амилоидогенному пути. Вот вы берете и проводите такую же точечную мутацию, аналогичную, или, как правильно сказать, гомологичную, наверное, у мыши, ровно вот, соблюдая последовательность в участке гомологичном гену человека, вы делаете однонуклеотидную замену. Ничего не происходит. То есть совсем ничего не происходит. Ну, самый простой ответ на это, то, что белок предшественник амилоида у мыши отличается по своей структуре, именно его амилоидный фрагмент
Там есть замена 4, по-моему, аминокислот или 3 даже аминокислот в участке, отвечающем за агрегацию, ну, который способствует агрегации белка, когда он уже в таком амилоидном виде, вот в виде амилоидного пептида. И поэтому у мышей их родной белок, даже если подвергается такой модификации, он не агрегирует вообще. И поэтому мы только когда вносим много копий человеческого мутантного АПП, такой мыши, тогда мы видим действительно патологию с образованием амилоидоза в мозге, с образованием бляшек, с дегенерацией. И то с дегенерацией там все очень сложно, там практически ее нет. Там бляшек очень много, каскадов активируется похожих очень много, но это не приводит к выраженной смерти клеток в мозге. И, в общем, все там с мышами. Там первые работы, когда были по трансгенным мышам, необходимо было от 10 до 100 копий человеческого мутантного гена на клетку, чтобы шел амилоидогенез. Я не знаю, как сейчас, И при этом нет дегенерации. при этом почти нет дегенерации. Забавно. Да, там ее очень долго искали, очень долго пытались найти хоть какие-то признаки клеточной гибели. Даже гиппокамп. Есть даже в гиппокампе. Там есть небольшие участки гибели вблизи бляшек непосредственно, но связаны ли они с непосредственной токсичностью или просто со свойствами бляшки, или потому что бляшка окружается глией, и туда начинает оседать куча всякого, так сказать, метаболического мусора, тяжелых металлов и так далее из мозга. И это является причиной гибели уже вот такой токсичности локальной. Но вот дистантных вещей, как у человека, наблюдаются, когда, например, бляшки образуются сначала там и клубки образуются в антеринальной коре, а оттуда начинают распространяться, затрагивают гиппокамп, идет гибель холинергических нейронов, которые вообще не связаны ни с гиппокампом, ни с чем. Потом идет гибель глутаматных клеток, их как бы утрата в коре. Собственно, откуда такие большие проблемы когнитивные, что сначала у вас все неспецифические пути активации нарушаются за счет снижения синтеза ацетилхолина, а потом, когда еще и глутамата начинает не хватать на последних этапах развития, а сначала там вообще и гиперглутаматергическая трансмиссия идет, там, в общем, такой вот компот тяжелый, там возникает нарушение памяти. А гибель-то она уже потом и очень поздно начинает ярко проявляться. А у мышей почти ничего. У мышей есть гибель вот в этой странной модели, которая 5 мутаций совмещает в себе. Там есть гибель клеток, но при этом она не имеет никакого отношения к болезни Альцгеймера. Ну, так может, амилоидные бляшки не причина болезни Альцгеймера? Есть и такая точка зрения. Есть вообще То есть точка это зрения, просто побочный эффект, и всё? которая считает, что это просто побочный эффект метаболизма, поскольку есть люди, у которых бляшек много, а когнитивный процесс вообще не нарушен никак. И дегенерации нет. Есть точка зрения, что это вторичные вещи, связанные уже с процессированием самих бляшек. Там есть такая модификация амилоида, она может в бляшках возникать, но она очень медленная, когда там вносится серин в место, не помню, в общем, идет такая замена одной аминокислоты на другую, и в этом вот именно на серин, сериновые рацемазы, там такие ферменты работают. И в таком виде бляшка начинает растворяться потихоньку. И считается, что вот когда начинают от бляшки постепенно оттекать токсичные пептиды, вот они как бы начинают уже такую гибель вызывать. Потому что ведь известно же, что вот антитела, почему с антителами к амилоиду, которые прекрасно работают в опыте, ничего не получается в клинике. Ну или очень мало получается в клинике. Потому что как только вы начинаете вычищать бляшку за счет вот этого вот, как бы за счет того, что антитело связывается, экспонирует его глии начинают это все дело, макрофаги начинают это все дело уничтожать, а все, что на нее нацеплялось, начинает приводить к воспалительному ответу яркому. То есть оно вот это вот полуразрушенные дебрисы клеточные, тяжелые металлы, которые туда сели, и очень сильный процесс воспаления начинает возникать.
даже в мозгу. А это отек последующий. Мгм. И очень много антител было отвергнуто. Сейчас вот вроде еще какие-то появились, которые якобы лучше работают, еще лучше. Потом там же все-таки антитела рекомбинантные, ну, то есть они по сути мышиные, которые гуманизируют, чтобы у человека можно было использовать. Там еще этот есть такой вот сложный аспект с ними. То есть это моноклон мышиный, который гуманизирован специально, чтобы можно было у человека. А есть же люди, которые даже на гуманизированные антитела дают воспалительный ответ, и все. И такое, что снять невозможно. Даже Ну да. там преднизолоном не Все-таки снимешь. все-таки мыши не люди, да? Ну да, Ну мыши да. даже не крысы, Хорошо. даже не маленькие крысы, да. Ладно, спасибо большое. Тогда в следующий раз у нас последняя лекция по Последняя лекция в теории, и цикле, потом уже да. каникулы, да? Да, Мгм. Спасибо. До свидания все, всем. всем спасибо, да.